Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим лечение демодекоза собак, современные подходы и препараты. Демодекоз является очень распространенным кожным заболеванием у собак. Возбудителем заболевания является микроскопический клещ Demodex canis. Существует локализованная форма и генерализованная форма демодекоза. Локализованная форма заболевания обычно возникает у собак моложе 1 года, и возникает она в результате или какой-то болезни, или сильной стрессовой ситуации. Первым признаком локализованной формы демодекоза могут стать редкие волосы вокруг век, губ, рта. Генерализованная форма от очаговой отличается большей силой повреждения кожи собаки. Помимо кожных покровов, поражены могут быть и внутренние органы. При генерализованной форме заболевания гораздо труднее вылечить собаку и контролировать рецидивы после прекращения терапии. При появлении локализованной формы следует обратить внимание на состояние иммунитета животного, назначить иммуномодулирующие препараты и витаминотерапию. При этом также необходимо применить и современные инсектоакарицидные препараты, которые наряду с уничтожением блох действуют еще и на клещей демодекса. Тем более, что обработка против блох должна проводиться независимо от того, есть ли симптомы демодекоза или нет. Поэтому применение таких препаратов будет и профилактикой, и лечением, если заболевание уже возникло. При перетекании локализованной формы в генерализованную лечение становится комплексным и включает в себя антимикробный, противогрибковый, антитоксический, иммунопротективный и иммуномодулирующие подходы. То есть наряду с уничтожением клещей проводится еще и интенсивная симптоматическая терапия. Ликвидация клещей может быть достигнута при помощи совместного применения противоинсектицидных препаратов местного и системного действия. Из акарицидных средств очень часто назначают препараты на основе аметраза и ивермектина. Эти препараты используются уже достаточно давно в ветеринарной практике при лечении демодекоза собак. Из более новых препаратов сейчас широко используют препараты на основе мельбимицина, а также такие препараты, как Адвокат и Промерис Дуо, которые применяются в виде аппликации Spot-On, а также пероральный препарат Сайфли. Обычно такой курс лечения назначают как минимум на 3 месяца. В сравнении с аметразом и ивермектином эти препараты характеризуются отсутствием побочных эффектов при применении их в рекомендованных дозировках, в том числе и у пород, чувствительных к ивермектину. Что касается ивермектина при лечении собак от демодекоза, то это достаточно жесткий препарат, при применении которого наблюдаются как побочные эффекты, так и то, что он имеет ограничения по применению у некоторых пород собак. В ветеринарной практике этот препарат применяется уже достаточно давно. Когда-то это был один из самых эффективных препаратов системного действия, но на данное время я бы не рекомендовал применять препараты ивермектинового ряда при лечении демодекоза собак из-за его побочных эффектов. Сейчас можно прекрасно обойтись и без этих препаратов. В принципе, препаратов для борьбы с демодекозом, как системного, так и местного действия, сейчас достаточно много. И уже накоплен очень большой положительный опыт по их применению. Если раньше, как я уже говорил, что кроме ивермектина и аметраза ничего эффективного то и не было, и их применение, несмотря на то, что нигде не указано, что их разрешается применять при демодекозе, и что они достаточно токсичны, то сейчас линейка препаратов для борьбы с демодекозом уже достаточно солидная. И это уже лицензированные препараты для лечения демодекоза. То есть в инструкции по их применению, по применению этих препаратов уже официально написано, что данные препараты разрешается применять в том числе и для лечения демодекоза. Причем это препараты от производителей с мировым именем. То есть прежде чем попасть на рынок, они прошли очень серьезные клинические испытания. К таким препаратам относятся и Промерис Дуо, и Адвокат, и Сайфли, и Мильбимакс. Относительно недавно появился еще один лицензированный препарат для борьбы с демодекозом. Это препарат Бравекта, который выпускается в виде таблеток для перорального применения. Препарат прекрасно себя зарекомендовал при лечении генерализованной формы демодекоза. Хотя у Бравекта тоже есть и некоторые ограничения по его применению. Препарат нельзя применять щенкам до 2 месяцев и нельзя применять собакам меньше 2 килограммов. Также может быть и индивидуальная непереносимость. Но практически такие же ограничения есть и у других лицензированных препаратов. Демодекоз, особенно его генерализованная форма, развивается, как я уже сказал, на фоне иммуносупрессии. Поэтому при его лечении целесообразно назначать современные препараты, повышающие иммунитет. Таких препаратов достаточно много, поэтому не буду сейчас на них останавливаться. Также при лечении демодекоза назначают курс антибиотиков, которые надлежит принимать в течение нескольких недель для лечения вторичной бактериальной инфекции.
Обычно лечение генерализованной формы демодекоза занимает около 4 недель, если инфекция является поверхностной, и от 8 до 10 недель, если инфекция более глубокая. Как видим, лечение данной формы демодекоза у собак – это достаточно длительный и трудоемкий процесс, но тем не менее современные препараты позволяют успешно бороться с данным заболеванием. Не забывайте также и о профилактике, а самая лучшая профилактика демодекоза – это забота о здоровье и поддержка высокого иммунитета собаки. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!